В суете южнокорейской индустрии развлечений, с ее плотным графиком, непрерывными вспышками фотокамер и давлением мировой популярности, истории о долгой и крепкой дружбе всегда кажутся особенными. Тем более, когда эта дружба объединяет две громкие фигуры из разных миров, связанные таким естественным образом. Ким Тэ-хён, участник BTS, известный как мировая икона с неповторимым артистическим обаянием, и Пак Са-джун, первоклассный корейский актер с солидной карьерой и неизменной харизмой, один из самых теплых примеров такой связи. Их дружба – это не просто история за кулисами, а долгий путь, который развивался постепенно, был полон искренности и очень похож на семейные отношения. Начало отношений Тэ-хёна и Пак Са-джуна можно проследить до исторической драмы «Хваран», вышедшей в 2016 году. В то время Тэ-хён был известен в основном как молодой айдол, только начинающий осваивать мир актерского искусства, в то время как Пак Са-джун уже прочно зарекомендовал себя как ведущий актер, которому доверяли крупные проекты. Вместо того, чтобы создавать дистанцию, разница в опыте стала мостом, который сблизил их. На съемочной площадке Тэ-хён находил теплого и дружелюбного старшего брата, а Пак Са-джун видел в Тэ-хёне не просто знаменитого айдола, а искреннего младшего брата, любознательного, настоящего и излучающего позитивную энергию окружающим. Эти отношения Хён Донсон развивались естественно. Пак Са-джун часто проявлял небольшую, но значимую заботу от того, чтобы Тэ-хён чувствовал себя комфортно на съемочной площадке, до внимательного выслушивания простых историй, которыми Тэ-хён с энтузиазмом делился. С другой стороны, Тэ-хён, благодаря своей честной и непосредственной натуре, часто становился источником смеха, смягчая моменты, которые в противном случае могли бы казаться напряженными из-за напряженного графика съемок. Многие члены съемочной группы и коллеги вскоре поняли, что их связь выходит за рамки профессионализма. Это были отношения, построенные на взаимном доверии. После окончания «Хварана» связь между Тэ-хёном и Пак Са-джуном не ослабела. Напротив, их дружба продолжилась и укрепилась, в конечном итоге став частью круга, широко известного как «Команда Уга». Вместе с Пак Хён Сиком, Чхве Ушиком и Пикбоем, Тэ-хён и Пак Са-джун образовали группу близких друзей, часто считающуюся одной из самых теплых дружеских групп знаменитостей в Корее. И все же, среди всех этих факторов, связь между Тэ-хёном и Пак Са-джуном всегда занимала особое место в сердцах поклонников. Пак Са-джун часто воспринимается как спокойный и внимательный старший брат. В различных случаях он открыто демонстрировал свою поддержку Тэ-хёну, как артисту, так и человеку. Его присутствие на концертах BTS – яркий тому пример. Стоя среди тысяч фанатов и оглушительных аплодисментов, Пак Са-джун присутствует не просто как коллега-знаменитость, а как гордый друг, наблюдающий за тем, как его младший брат блистает на мировой сцене. Даже его небольшие посты в социальных сетях, упоминающие BTS или Тэ-хёна, неизменно привлекают внимание публики не из-за сенсационности, а из-за теплоты, которую они передают. В свою очередь, Тэ-хён никогда не переставал выражать свою поддержку Пак Са-джуну. Его неоднократно видели на премьерах фильмов и сериалов с участием актера. Хотя его присутствие часто привлекает внимание, Тэ-хён выглядит сдержанным, как бы подчеркивая, что он там не как мировая звезда, а просто как друг, предлагающий поддержку. В некоторые моменты улыбка Тэ-хёна, когда он смотрит на Пак Са-джуна на большом экране, выглядит невероятно искренней, демонстрируя гордость, которую трудно скрыть. Их взаимодействие в социальных сетях также отражает близость, которая кажется непринужденной. Пак Са-джун часто выкладывает их совместные фотографии с короткими, но теплыми подписями, а Тэ-хён отвечает непринужденными, дружелюбными комментариями. Для поклонников эти небольшие обмены сообщениями служат доказательством их подлинности дружбы, свободной от сценариев или рекламных мотивов. В индустрии, часто формируемой имиджем, такая честность кажется освежающей. За всеми этими публичными моментами скрываются многочисленные простые моменты единения, редко запечатленные камерами. Совместные обеды после напряженного графика, игры или просто встречи без определенной цели – вот как Тэ-хён и Пак Са-джун поддерживают свою связь. Несмотря на одинаково плотный график и частые поездки в разные страны, они всегда находят время, чтобы увидеться. Это показывает, что их дружба не является второстепенным приоритетом, а важной частью жизни каждого из них. В нескольких интервью Пак Са-джун намекал, что Тэ-хён – это тот, кто приносит ему утешение.
В условиях давления, связанного с работой ведущего актера, от которого постоянно ожидают совершенства, присутствие Тэхёна напоминает ему о простых радостях жизни. Честность Тэхёна, его умение выражать эмоции без притворства и способность наслаждаться мелочами позволяют Пак Саджуну просто быть самим собой. Ему не обязательно быть знаменитым актером, достаточно быть старшим братом, проводящим время со своим младшим братом. Для Тэхёна Пак Саджун также играет очень важную роль. Будучи опытным участником индустрии развлечений, Пак Саджун показывает пример того, как можно построить долгую карьеру, сохраняя при этом скромность. Тэхён учится у Пак Саджуна тому, как тот выбирает проекты, поддерживает отношения с коллегами и остается приземленным, несмотря на большой успех. Их отношения – это не только развлечение, но и совместный рост и взаимное укрепление. Их связь стала еще более очевидной, когда группа Ugr Squad появилась в программе In the Soup Friend Cation. В шоу взаимодействие между Тэхёном и Пак Саджуном выглядело совершенно естественно, без натянутости или постановочности. Зрители могли видеть, как Пак Саджун инстинктивно заботился о Тэхёне, в то время как Тэхён, в своей невинной манере, продолжал шутить и общаться со своим старшим братом. Их разговоры текли легко, были наполнены смехом и комфортным молчанием, которое бывает только у людей, знающих друг друга долгое время. Когда Тэхёну пришлось пройти обязательную военную службу, Пак Саджун в очередной раз продемонстрировал, насколько высоко он ценит их дружбу. Вместе с другими участниками Ugr Squad он посылал теплые и ободряющие сообщения. Даже несмотря на то, что он не всегда мог присутствовать физически, эмоциональная поддержка Пак Саджуна ощущалась очень сильно. Для Тэхёна эта поддержка стала источником силы в период, который был одновременно физически и морально сложным. После завершения военной службы воссоединение Тэхёна стало долгожданным моментом для многих поклонников. Их совместное времяпрепровождение снова появлялось в постах в социальных сетях и на мероприятиях Ugr Squad. Их непринужденные улыбки и неизменное общение, казалось, подтверждали, что время и расстояние ничего не изменили. Их дружба осталась нетронутой, возможно, даже стала крепче. Что делает историю Тэхёна и Пак Саджуна такой захватывающей, так это ее простота. Несмотря на их выдающиеся индивидуальные достижения, они никогда не превращают свою дружбу в зрелище. Нет никаких преувеличенных заявлений или жестов, направленных на привлечение внимания публики. Вместо этого они позволили своим отношениям говорить за себя через последовательные небольшие действия, тихую поддержку, присутствие в важных моментах и искреннюю заботу. В индустрии развлечений, часто отмеченной конкуренцией и временными связями, история Ким Тэхёна и Пак Саджуна служит напоминанием о том, что настоящие человеческие отношения все еще существуют. Их дружба показывает, что слава не должна стирать теплоту, и успех не обязательно должен достигаться в одиночку. С правильными людьми путь становится гораздо более значимым. Возможно, именно поэтому каждый раз, когда Тэхёна и Пак Саджуна видят вместе, публика реагирует улыбками, не из-за их статуса крупных звезд, а из-за честности и тепла, исходящих от их связи за блестящим миром развлечений. Они просто два друга, которые поддерживают друг друга, растут вместе и продолжают беречь связь, которая с течением времени только крепнет. И пока Тэхён и Пак Саджун продолжают идти своими путями, одно кажется несомненным: среди суеты, внимания публики и переменчивых времен они останутся друг для друга источником утешения, доказывая, что настоящая дружба никогда не угасает со временем. С течением времени дружба между Тэхёном и Пак Саджуном продолжает развиваться, и это чувство одновременно тихое и сильное. Она не полагается на драматические заголовки или вирусные моменты, чтобы доказать свое существование. Вместо этого она проявляется в постоянстве, в годах поддержки друг друга, несмотря на меняющиеся тенденции, растущую популярность или смену личных путей. В индустрии, где отношения легко могут угаснуть, когда карьера идет в разных направлениях, их связь остается чем-то редким и глубоко обнадеживающим. Один из самых поразительных аспектов их дружбы – это ее естественность, даже в моменты, когда внимание публики наиболее пристальным. Когда они появляются вместе на публичных мероприятиях или упоминаются в интервью, нет ощущения расчета или игры. Их взаимодействие остается расслабленным, привычным и естественным.
Эта искренность находит сильный отклик у поклонников, которые чувствуют, когда отношения настоящие, а не искусственно созданные. Именно эта искренность позволила их дружбе вызывать восхищение не только у поклонников BTS или Пак Соджуна, но и у широкой публики. Тэхён, известный своей глубокой эмоциональной чувствительностью и артистической душой, часто говорил о важности людей, которые позволяют ему чувствовать себя в безопасности и быть понятым. Хотя он редко говорит напрямую о личных отношениях в подробностях, его действия говорят сами за себя. Его постоянное присутствие в жизни Пак Соджуна, несмотря на мировые турне, международные графики и пристальное внимание общественности, говорит об уровне доверия и комфорта, который трудно заменить. Пак Соджун не просто друг, он тот, на кого Тэхён может положиться без объяснений. Аналогично, Пак Соджун достиг того этапа в своей карьере, когда внешнее одобрение перестало быть для него главной мотивацией. Добившись как признания критиков, так и огромной популярности, он, кажется, все больше сосредотачивается на значимых связях и личностном развитии. На этом этапе своей жизни Тэхён представляет собой опору, напоминание об искренности, любопытстве и эмоциональной открытости. Их дружба становится пространством, где успех не нуждается в обсуждении, а слава не определяет ход разговора. Что делает их связь еще более значимой, так это то, как они уважают индивидуальность друг друга. Они не пытаются контролировать или влиять на пути друг друга. Тэхён продолжает исследовать музыку, искусство и самовыражение по-своему, в то время как Пак Соджун тщательно формирует свою фильмографию, делая обдуманный выбор. И все же, даже когда их карьеры развиваются независимо друг от друга, их поддержка остается неизменной. Нет конкуренции, только поощрение. Это взаимное уважение особенно очевидно в том, как они говорят друг о друге косвенно. Ни один из них не склонен преувеличивать или чрезмерно хвалить свою дружбу в интервью. Вместо этого они упоминают друг друга естественно, как будто просто понимают, что другой человек – важная часть их жизни. Эти небольшие признания часто имеют больший вес, чем длинные заявления, потому что они кажутся искренними и непринужденными. В целом, группа Uyghur Squad играет важную роль в укреплении этого чувства стабильности. В этой группе Тэхён и Пак Соджун не знаменитости и не представители массовых фандомов, они просто друзья. Динамика группы позволяет им расслабиться, посмеяться и существовать без ожиданий. Эта среда особенно ценна в индустрии, которая редко позволяет публичным личностям полностью расслабиться. Моменты из In the Soup, Friend Кейшерн дали редкое представление об этой динамике. Зрители смогли увидеть не только игривое взаимодействие, но и тихое товарищество. Были сцены, где ничего драматического не происходило, просто совместные обеды, непринужденные беседы и моменты отдыха. И все же эти сцены говорили о многом. Они показали, что утешение не всегда требует слов, и что настоящая дружба часто существует в тишине так же, как и в смехе. В эти моменты тонко проявлялись защитные инстинкты Пак Соджуна по отношению к Тэхёну. Будь то небольшие жесты, внимательное слушание или мягкое наставление, он неизменно брал на себя роль старшего брата. Тэхён, в свою очередь, отвечал доверием и открытостью, никогда не стесняясь быть самим собой. Этот баланс создает динамику, которая кажется одновременно заботливой и равноправной. Реакция публики на их дружбу также заслуживает внимания. Вместо того, чтобы преувеличивать, многие выражают восхищение и теплоту. Фанаты часто описывают их связь как утешительную, напоминание о том, что настоящие связи возможны даже в условиях высокого давления. Таким образом, их дружба выходит за рамки личного значения и становится тихим источником поддержки для окружающих. С годами характер их дружбы может меняться, но ее основа остается прочной. Жизнь неизбежно принесет новые вызовы, обязанности и перемены. Тем не менее, то, как Тэхён и Пак Соджун справлялись со славой, расстоянием и личностным ростом, говорит о том, что их связь прочна. Она построена не на удобстве, а на понимании и выборе. Их история напоминает нам, что настоящая дружба не требует постоянного присутствия или публичного подтверждения. Она требует честности, терпения и готовности быть рядом, когда это наиболее важно. Будь то поддерживающее сообщение в трудные времена или просто совместный обед после долгого дня, эти моменты накапливаются и превращаются в нечто долговечное.
В мире, который часто воспевает быстрый успех и мимолетные связи, дружба между Ким Тэ-хёном и Пак Саджуном предлагает иную историю. Она говорит о стойкости посреди хаоса, о теплоте за кулисами и о человеческой связи, которая выходит за рамки статуса и достижений. В конечном счете, их связь примечательна не тем, кто они есть по отдельности, а тем, как они относятся друг к другу. Они выбирают доброту, верность и искренность, ценности, которые остаются вне времени независимо от славы. И, возможно, именно поэтому их дружба продолжает оставаться такой глубокой. Идя вперед, каждый преследует новые мечты, сталкивается с новыми вызовами и вступает в новые главы, одно остается ясным. Независимо от того, насколько переполнен мир или насколько громко светит прожектор, Тэ-хён и Пак Саджун всегда будут занимать место тихого понимания в жизни друг друга. Их история не о совершенстве. Она о присутствии. Она о совместном росте, о предоставлении пространства для индивидуальных путешествий. И прежде всего, она о том, чтобы доказать, что даже в постоянно меняющемся мире развлечений некоторые связи созданы навека.